Мягкий весенний ветер играл локонами Алины, когда она в очередной раз проверяла сообщение в телефоне. На экране высветилось новое сообщение от Михаила. «Любимая, я так скучаю. Может, встретимся сегодня?» Девушка небрежно отбросила телефон в сторону, даже не потрудившись ответить. В ее карих глазах промелькнула тень раздражения. В свои 25 Алина была поразительно красива. Стройная фигура, длинные каштановые волосы, выразительные глаза и чувственные губы. Природа щедро одарила ее внешностью, которую она научилась использовать как безотказное оружие. Работая в престижном салоне красоты, она ежедневно наблюдала за тем, как состоятельные клиентки тратили баснословные суммы на поддержание своей красоты, и мечтала оказаться на их месте. Михаил. Хороший, добрый, надежный. Слишком надежный и слишком обычный, размышляла она, рассматривая свое отражение в зеркале рабочего места. Их отношения длились уже больше года. Михаил, молодой перспективный инженер, боготворил Алину. Он дарил ей все, что мог себе позволить на свою среднюю зарплату. Небольшие букеты цветов, милые сувениры, иногда украшения из масс-маркета. Водил в кино и недорогие рестораны, строил планы на будущее. Но Алине этого было мало. Катастрофически мало. Каждый раз, когда она видела, как очередная клиентка небрежно расплачивается картой Platinum за процедуры стоимостью ее 3-месячной зарплаты, внутри что-то болезненно сжималось. Когда эти женщины рассказывали о путешествиях на Мальдивы или показывали новые сумки от известных брендов, в душе разгоралась мучительная зависть. «Алиночка, солнышко», — раздался голос администратора салона, — «к тебе отменили запись на 3 часа. Можешь пообедать». «Спасибо, Марина Сергеевна», — улыбнулась Алина своей фирменной улыбкой. В кафе напротив салона она заказала легкий салат, машинально просматривая ленту социальных сетей. Внезапно ее внимание привлек новый пост в группе салона. Фотография роскошного черного Мерседеса у входа и комментарий: «Наш дорогой клиент, Андрей Викторович, теперь будет радовать нас своим присутствием каждую неделю». Андрей Викторович. Тот самый молодой бизнесмен, о котором все говорят последние дни, который недавно купил половину торгового центра напротив. Пронеслось в голове у Алины. Вечером того же дня, сидя в крошечной съемной квартире, Алина перебирала в памяти все, что слышала об этом загадочном бизнесмене. 32 года, холост, владелец нескольких компаний. По слухам, его состояние исчислялось десятками миллионов долларов. И вот теперь он будет постоянным клиентом их салона. Телефон снова завибрировал. Михаил прислал фотографию маленького букетика полевых цветов с подписью: «Увидел и сразу подумал о тебе. Ты такая же нежная и красивая». Алина почувствовала укол раздражения. Полевые цветы. Когда другие получают огромные букеты роз из лучших цветочных салонов города. «Привет, милый», — наконец ответила она на звонок Михаила после 3-й попытки. «Прости, была занята». «Ничего страшного, я просто соскучился. Может, поужинаем вместе?» «Сегодня не могу, очень устала». «Давай в другой раз». Положив трубку, Алина подошла к окну. Вечерний город мерцал огнями, где-то вдалеке виднелись роскошные высотки элитного района. Там жила совсем другая жизнь, та, о которой она мечтала. «Пора что-то менять», — решительно подумала она, глядя на свое отражение в темном стекле. «Я достойна большего. И я это получу, чего бы мне это ни стоило». Она не знала, что это решение станет началом цепочки событий, которые полностью перевернут ее жизнь. Судьба готовила ей урок, цена которого окажется невероятно высокой. День, когда Андрей Викторович впервые появился в салоне, Алина запомнила до мельчайших подробностей. Звук дорогого автомобиля, припарковавшегося у входа, заставил всех сотрудников украдкой выглянуть в окно. Высокий мужчина в безупречно сидящем костюме вошел в салон, излучая ауру власти и успеха.
Его присутствие мгновенно изменило атмосферу помещения. Дорогой парфюм, часы стоимостью в квартиру, уверенный взгляд карих глаз. Все говорило о том, что перед ними человек, привыкший получать лучшее. «Добрый день, Андрей Викторович», — защебетала администратор. «Мы так рады видеть вас у нас. Позвольте представить вам нашего лучшего мастера, Алина». Очень приятно. Его голос был глубоким и бархатистым. Он посмотрел на Алину так, словно оценивал дорогое произведение искусства. Боже, как он на меня смотрит. Сердце Алины забилось чаще. В этом взгляде было что-то хищное, властное, отчего по спине пробежали мурашки. Во время процедуры они почти не разговаривали, но Алина кожей чувствовала его внимание. Каждое случайное прикосновение словно посылало электрический разряд по ее телу. Она старалась работать безупречно, демонстрируя все свое мастерство. В тот же вечер Михаил ждал ее у выхода с работы с очередным скромным букетом. Впервые за все время их отношений Алина почувствовала не просто раздражение, а настоящий стыд. Стыд за его простую куртку, за неброский букет, за его искреннюю улыбку. «Может, поужинаем в нашем любимом кафе?» — предложил Михаил, пытаясь обнять ее. «Извини, но я правда устала», — Алина отстранилась. «Давай в другой раз. Ты в последнее время постоянно устаешь», — в его голосе прозвучала обида. «Мы почти не видимся». Следующая неделя превратилась для Алины в пытку ожиданием. Она ловила себя на том, что постоянно думает об Андрее, представляет его взгляд, его улыбку. Каждый звук подъезжающей машины заставлял ее сердце замирать. Он же не просто так выбрал именно наш салон, именно меня. Это судьба. Это мой шанс. Убеждала она себя, разглядывая в зеркале свое отражение и продумывая, какой макияж сделать завтра. Когда Андрей появился снова, он был не один. Роскошная блондинка, увешанная брендовыми аксессуарами, повисла на его руке. Алина почувствовала, как внутри все оборвалось. Но ее опасения оказались напрасными, это была всего лишь его сестра. «Алина, вы просто волшебница», — произнес Андрей после процедуры. «Может быть, позволите угостить вас кофе? Хотелось бы обсудить возможность индивидуального обслуживания». В тот момент телефон завибрировал, очередное сообщение от Михаила. «Любимая, я взял билеты в театр на следующую неделю. Ты же хотела на эту премьеру». Алина, даже не дочитав, удалила сообщение. Кофе они пили в ресторане уровня, о котором Алина раньше только мечтала. Андрей говорил о бизнесе, о своих проектах, о планах на будущее. Его мир был именно таким, каким она его представляла, роскошным, динамичным, полным возможностей. «Знаете, Алина», — произнес он, внимательно глядя ей в глаза, — «в вас есть что-то особенное. Вы созданы для другой жизни, не для работы в салоне». В тот вечер, возвращаясь домой на такси, которое оплатил Андрей, Алина приняла окончательное решение. С Михаилом нужно заканчивать. Ее жизнь больше никогда не будет прежней. Она не подозревала, насколько пророческими окажутся эти мысли. Дождливый октябрьский вечер стал декорацией для одной из самых тяжелых сцен в жизни Михаила. Алина назначила встречу в том самом парке, где когда-то они впервые поцеловались. Это место, наполненное счастливыми воспоминаниями, теперь должно было стать свидетелем их последней встречи. «Миша, нам нужно поговорить». Алина старалась говорить твердо, избегая его взгляда. «Я долго думала и поняла, что нам лучше расстаться». «Что?» Михаил побледнел. «Почему? Что случилось?» «Ничего не случилось. Просто. Мы разные. У нас разные цели, разные представления о жизни.